Представители знака зодиака Близнецы. Мои дорогие близнецы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 31 июля по 6 августа. Вот так быстро бежит время. Первая неделя уже августа у нас на пороге. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз – это лишь прогноз. Реальность, она как-то отличается, как ни крути. Но я надеюсь, метафорические образы карт, ваша интуиция, в целом какой-то пазл помогут вам сложить. Или просто приятно провести время. Итак, первая карта у нас будет называться «Что важно знать», традиционно, чему уделять придется, может быть, больше внимания на неделе, или как карты видят для вас эту семидневку. Что важно знать? Чего не избежать? Ну, или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Достанем такую карту «Что от нас скрыто?». Ну, это не то, что намеренно кто-то скрывает, это на что нам нужно обратить внимание, как бы не ускользнуло, чтобы от нашего внимания. А для нас имеет большое значение. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Как видят карты по финансам. И что в личной жизни, что важно знать. А вы знаете, много людей будет. И люди такие могут быть совершенно разные. У кого-то люди, говорящие на разных языках. Или, в принципе, может быть такая вокруг вас турбулентная обстановка, много информации и самих по себе персонажей самых разных. И у каждого какие-то свои задачи, желания. Могут от вас что-то хотеть или пытаться вас к чему-то привлечь. Или, как, знаете, какое-то соревнование вам устроить, доказывать, кстати, вам могут какую-то свою правоту. И вот что бы это ни было, нам говорят: ну вот не вмешивайся, полшага назад и просто пронаблюдай. Дай, может быть, выговориться до конца, не вступая в какой-то, спор, полемику. Даже если человек не прав, мы вряд ли ему тут что-то докажем по этой карте. Если уже принципиальные какие-то вопросы, да, парировать мы сможем. Это по карте есть. И если есть какое-то соревнование, может быть, кто-то из вас, предположим, проходит собеседование, да, отправляли резюме, то тут как раз мы свои позиции сумеем защитить. Но в целом эта карта означает о том, что мы не откликаемся сразу на какой-то призыв, посыл или чье-то желание. Мы вот так вот сначала наблюдаем, смотрим, может быть, как разовьется ситуация, или опять же, пусть человек выскажет до конца все, что он думает, и тогда у нас будет больше пространства для маневра. Мы лучше поймем, что же от нас хотят. А может быть, нам вообще потом не нужно будет в этом направлении двигаться. То есть где-то проанализировать вот эту информацию определенно стоит. Чего не избежать? У кого-то это не есть какие-то внезапности, нет. Это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, может быть. Вообще это люди, которые прочно стоят на земле, на своих ногах, будем говорить, иносказательно, да, то есть они сделали себя практически сами. Люди надежные, как надежные друзья чаще всего. Во-первых, еще если мы по энергетике карты, это не сама неожиданность, это вообще олицетворение благополучия, поэтому как таковых каких-то внезапностей в принципе нет. Тут, скорее всего, будете вы что-то обустраивать, как и дома можете, например, что-то реструктурировать, может быть, ремонтировать, организовывать, так и может быть вопрос, который связан с вашей семьей, с вашими детьми. Хотя по этой карте наши планы, кстати, на будущее, которые мы притворяем в жизнь, делаем реальностью, но и с деньгами в порядке, и с идеями в порядке, с реализациями в порядке, потому что по королеве Пентакли она сделала сама себя такой прообраз. И нет ничего невозможного, и все в балансе. Нет как таковых неожиданностей. Чему сейчас не время? Или что она может помешать? Да и помешать нам, в принципе, ничего не может. Есть какие-то действительно домашние заботы, ваши личные устремления, или ваша личная жизнь по королю кубков проходит. Может быть,
период такой, когда вы ожидаете какого-то документа получения. Иногда такое бывает, момент ожидания. Но чаще всего это две сферы проигрываются по королю кубков: отношения и финансы. Но все, видимо, будет крутиться вокруг этих двух сфер для вас. Вообще достаточно спокойная неделя. Может быть, поэтому нам и выпадает семерка жезлов и говорит: у тебя сейчас все нормально. У тебя нет каких-то внезапностей, которые сваливаются на голову. Нет у тебя и того, что тебе конкретно мешает. Ты свои планы можешь воплотить в жизнь. А, видимо, та турбулентность или то количество людей, информации, которая будет кружиться, может быть, даже это будет много всего, как будто к нам может не иметь отношения. Но вот информацию, а вы как раз такие жадные до информации, мои дорогие близнецы, в хорошем смысле, вы умеете быстро проанализировать, то вот этим стоит заняться, потому что кто знает, кто-то может по этой карте, кстати, проболтаться. Мы можем узнать какую-то тайну или какой-то, знаете, маленький штрих, кто как решил какой-то вопрос, может быть, документальный или, ну, еще что-то. Так бывает в разговоре, проскакивают какие-то идеи, потом мы их берем себе на заметку. Вот такое как раз по этой карте может быть. Что нам помогает? Нам помогает удовольствие к жизни, мои дорогие, девятка кубков. Хоть и кубки, да, вроде эмоции, но нам здесь о изобилии и процветании. Ну, о том, что, по крайней мере, с деньгами порядок. И у вас все под контролем. Ну, и в целом это, знаете, как, ну, удовольствие от жизни, когда у меня как-то вот все в балансе, правда? Вот так оно и есть, спокойная неделя. Может быть, вы получите деньги, и вас это тоже дважды как-то вдохновит. Или если что-то задерживалось, тут вот оно осуществится. Или какой-то вы вопрос решите, материальный, имущественный, и тоже улыбок на лице он вам добавит. Короче говоря, у нас действительно что-то получается хорошее. Но деньги не тратим. Девятка – это по нумерологии преддверие перемен. И значит, в последующем будут какие-то изменения. Поэтому держите руку на пульсе, мои дорогие близнецы. Где-то сами себя не подгоняйте, не участвуйте в том, в чем не нужно. Уделите внимание себе, дому, семье, близким, любимым. Или просто займитесь тем, что вам нравится, что вдохновляет. Что от нас скрыто? Здесь у нас, знаете, планов громадье от нас скрыто. В принципе, ничего не скрыто. Главное определиться с чем-то. Это карта иллюзорного успеха, но и не только. Кстати, сама по себе очень радужная карта, как будто перед нами очень много возможностей открывается. Но часто ведь нам просто часов в сутках не хватит, чтобы осуществить все. Поэтому рационально с чем-то одним определиться, а остальное, может быть, само подтянется, как будто так. И тоже нам говорят, что скрыто. 7. Если мы говорим впереди перемены, а сейчас нам говорят, что скрыто. У тебя сейчас такая, может быть, как пауза или передышка. Удели внимание вот самому себе или своим планам, или тому, что нравится. Потому что в последующем какой-то такой спокойный период, может быть, и подойдет к концу. Будут какие-то события, новости, чем-то придется заниматься или в какие-то дела придется включаться быстро. А сейчас вот просто для себя какие-то ориентиры наметить, может быть, обдумать, наметить планы на будущее с чем-то, вот, да, так поконкретнее поразмыслить. Но, в принципе, нет того, чтобы нам или помешало, или мы бы тут что-то упустили. Больше именно касается вот какой-то конкретики для вас. Что для вас сейчас в приоритете? Давайте посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Ага. Ну вот да, семерка, да, мы говорим, что много тут планов всевозможных, а нужно как-то так упорядочить, причесать свои планы. И у нас 15-й старший аркан. Это желание где-то осуществить задуманное. Причем такое, которое, ну, внутри прямо аж все горит. С другой стороны, эта карта может дополнять где-то семерку жезлов в том плане, что не пойти в разнос. Потому что нам сказали, информации много, может быть и ненужной, ну и люди тоже разные, а у нас тут как бы вообще совсем другая какая-то игра по своим правилам идет, и нет смысла в чем-то участвовать. Поэтому, может быть, и люди появятся какие-то надоедливые, правда, такое бывает. Ты ему объяснила, он не понял. Ты второй раз объяснил, опять не понял. Ну вот, не пойти, тем не менее, в разнос, не хлопнуть дверью, ни кому-то, ну, так это резко не сказать будет правильно. А вообще, часто
по карте дьяволу проходят две сферы. Это у нас любовь, страсти. У кого-то так может проиграться. Ну и пусть на работу, ну, может быть, на дела как бы, да. Ну, может быть, какая-то ваша личная история, любовная история. И вы будете заниматься делами, которые касаются личной жизни. Может быть, какое-то обустройство, что-то оформлять. Вот, ну, может быть такое, ведь верно? Да, и есть такой еще момент, что как бы карта нам говорит, ведь это по сути это благополучие наше, это наша физическая форма. И тут как будто нам хватит и бодрости, и сил для того, чтобы осуществить какой-то проект или то, что вот касается, может быть, нас самих, вот то, что мы запланировали. Но и есть такой пункт, когда мы не должны от чего-то зависеть, то есть какую-то нейтральную позицию для себя самого, независимость, я имею в виду именно вот это слово, мы должны тоже сохранять. Не должно быть каких-то крайностей. Вот это имеет значение. Но хотя сил что-то осуществить, смотря что вы планируете, мои дорогие близнецы, карта говорит, у тебя будет достаточно. Да точно достаточно. Посмотрите, пусть это у нас на деньги, но вообще много огненной энергии. И для кого-то вот эта семерка кубков, это когда я уже в предвкушении, что у меня сейчас что-то получится. Это, знаете, как чутье такое, я чувствую кожей. Или мы говорим нюх, да, на то, что сейчас что-то будет меняться. Или какое-то дело уже практически завершено в вашу пользу. Вот такое тоже может быть, кстати. Может быть, известие какое-то придет. Или, ну, как-то вы узнаете, да, если на повестке дня действительно есть какой-то важный вопрос, такой принципиально важный, то тут, скорее всего, в вашу пользу что-то вот-вот может решиться. Рядом карта Солнца. Но самого себя где-то словно не спалить в этих энергиях буквально будет важно, поэтому упорядочить как-то как эмоции, так и, ну, может быть, и день свой, чтобы распределить силы физические, чтобы их на все хватило. Нам же говорят, тебя не хватит, часов в сутках не хватит. Поэтому будьте рациональны. Ну и, наверное, действительно, как по королю кубков я сказала, это отношения, сфера и финансы. И как раз у вас 15-й аркан выпадает. По сути дела, есть возможность что-то решить как бы вот в этих как конкретных двух сферах, определиться с отношениями, если для кого-то это актуально, может быть, и также и финансовые какие-то вопросы по ходу тоже порешать. И карта Солнца у вас именно на финансы, какой-то проект финансовый или получение денег. Но вообще ведь это карта выбора правильного направления. И как будто вы приняли какое-то решение или решение в правильном направлении, я бы сказала так. Это если по времени где-то до конца года как минимум, словно, знаете, правильный фарватер вы избираете или в правильном направлении вы идете, когда финансы как будто будут в рост, словом, вас это будет радовать. Я вообще бы сказала, тут по вот этим же двум сферам, как любовь, отношения и финансы, у вас очень хорошие перспективы. Ну, давайте посмотрим личную жизнь. И вместе с тем у нас выпадает пара, посмотрите, король и королева Пентаклей. Это, знаете, такая надежная пара. У кого-то это семья может проиграться, у кого-то, может быть, есть партнер, когда, ну, вот вы еще вместе, допустим, не оформили ваши отношения, только живете или начали недавно встречаться, а чувствуете, что человек словно ваш близнец, да, или, ну, есть что-то такое, как словно мы думаем в унисон. Вот тут тогда точно замечательные отношения могут появиться. Особенно вот с этими двумя картами. Вы знаете, вы и бизнес семейный организуете, у вас и пара будет прекрасная, и отношения замечательные. И вообще, мои дорогие, есть возможность быть счастливым. И у кого-то проиграется, опять же, это как обустройство дома, вот все то, что я говорила, да, или какие-то финансовые вопросы, организация чего-то. Но когда все размерено, умеренно, надежно, вы довольны, и все по плану. Вот такая неделя. И в то же время есть что-то такое словно в пространстве, как вас ведет именно в сторону вашего счастья, удачи. И важно не пройти мимо, мои дорогие. У вас все-таки карта иллюзорного успеха. А нам тут захочется, может быть, заняться всем сразу. А нет, вот нужно уделить
чему-то принципиально важному. Внимание на этой неделе. Шикарно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.